Между Котельничем и Орловым на левом берегу реки Вятка располагается с виду ничем не приметный город под названием Истобинск. А настолько ли он неприметен, как может показаться на первый взгляд? Ведь первое упоминание уходит корнями в летописи еще 1374 года. И история его не так проста. Именно рядом с этим городом проходили первые битвы за Вятскую землю с разбойными ватагами во главе с атаманом Рязаном и с устюжанами под предводительством воеводы Анфала Никитина. Именно в этом городе была построена часовня на месте братской могилы в честь битвы 1418 года, которая унесла немало людских жизней. Так как на территории Истобинской волости было мало земель для посевов и пахоты, то многим семьям приходилось зарабатывать каким-либо промыслом. Столяры, рыболовы, бурлаки, сапожники и скорняки – это только малая часть тех профессий, которые здесь присутствовали. Также находились и редкие профессии, такие как удочник и мастер-блесенник. Так, ребята, всем привет! Сейчас я нахожусь в городе Истобинск Кировской области, и именно отсюда начнется наше с вами приключение. Мы отправимся за 10 километров в заброшенную деревню, там жило очень много мастеровых, и попробуем что-нибудь там найти, какие-то предметы быта, старину. Чопаем к деревне потихоньку. Хорошо, хоть след от снегохода есть. Вон там деревня вдалеке. Фух. Добрался я до деревни. Дом еще один жилой. Следы от лыж. И не больно старые. Может быть, день-два. Но остальные все дома уже брошены, походу. Или не все. Ну вот крайние два уже все. Вот этот дом уже все. Этот тоже. Но я сейчас по деревне пройдусь. Посмотрю. Может быть, местные жители есть. А нет, то пойдем в следующую. Здесь метров 500. За деревней еще одна. Дойдем до туда. Посмотрю. Может быть, там не жилая. В деревне такой вот иконостан стоит. С иконой. Красивый. Ну, видно, что здесь дома дачные уже. Наличники на всех домах одинаковые. Что на этом, что вот на этом. Тоже все одинаково. Единственный дом вот попался очень интересный. С выступом на крыше. С мансардой. Ну вот наличники вообще на всех домах одинаковые. Вот под гребеночку. Дом красивый. 4 окна. Смотрят правильно. Кухня, скорее всего, была вот с этой вот стороны. На нее, получается, с запада. Утреннее солнце светило, пока хозяйка там готовила еду. Уже ближе к 6-7 часам солнце начинало светить в окна. Дом начинал прогреваться. Ну и, соответственно, весь день в нем было светло. На двери висит замок. А двери во двор проломились. Но я бы не сказал, что здесь капец. Двор малюсенький. Здесь, наверное, банька была. Здесь у нас вот, допустим, в деревне дворы, они раза в 4 больше. А здесь совсем маленький. Ни о чем. Сейчас зайду, возможно, что он сзади был. Но также вероятно, что сзади была просто клеть. Вот. Знак интересный. Сейчас достану. Такой вот знак. Значит, первый раз я такой вижу. На нем написано: на пожар являться с инвентарем. Очень интересный. Действительно, ни разу не видал таких. Ну что, тут вот, значит, была баня
Нужно аккуратненько, то как бы не обвалиться куда-нибудь. Угу. Банька большая, довольно, 3×3. Такая хорошенькая. Печка уже разломанная. Катка там вот с водой стоит. То самое даже. Хорошая. Железяку нашел. Такой вот. Даже металлисты еще не все собрали. Удивительно. Пошарились-то здесь, конечно, знатно. А двор был довольно большой. Под скотину. Ну, тут уже видно, что пусто. Везде все пусто. Да. Вход в дом. Лыжи стоят. Чьи-то. Видно, что ступени выламывали. Может быть, монеты искали. Частенько находятся в таких местах. Там вот тоже что-то доставали. Видимо, прозванивали угол. А может быть, собака прорыла. Нет, хотя вряд ли собака. Что-то фундамент. Зачем бы ей прорывать? Зайдем в дом тихонечко. Инструменты быта. Тяжеленькая. Прялки. Тут вот висят. Много всего. Чугунок ломаный. Не металлический. Ну-ка, интересно, прялка с резьбой или нет? Достать ее или зажала? Достал. Такая вот прялочка. Нет, самая обычная, без резьбы, без всего. Грабли. Еще одни. Ух ты! Какая табуреточка. Вот это да. Первый раз такую маленькую вижу. Зачем она? Ну-ка, ребята, скажите, зачем такая маленькая табуреточка использовалась? Старинные бутылочки. Ну, в основном, как бы... Вон еще один предмет быта. Прикольно. Была клеть, но пол здесь провалился. Но если очень аккуратно... Ну ладно, сюда я, возможно, чуть-чуть попозднее зайду. Так, сейчас зайдем в дом. Русская печь. С хорошим заходом на палате. Но палати маленькие. Одежда. Какие красивые повесили, сделаны. Резные на палатях. Очень красиво. Люди, берите, что вам надо, только не ломайте. На стене написано. Да, получается, что отсюда выехали. И все, кому не лень, забирали все, что не приколочено.
советский солдатик старенький. Елочные игрушки. Такие вот красивенькие. Вот такая вот елочная игрушка. Не знаю, самодельная, но очень похожа на самоделочку. Лесков. Рассказы. 1952 год. Изрисовано детьми. Елочки. Да, с бумагой раньше были проблемы. Поэтому дети и в книжках рисовали. Это, скорее всего, тоже, да? Лесков. Да, Лесков. Рассказы. Ключик. Ключик. Золотой. Буратино, видимо, потерял. Немножко фотографий. Ребята. Такие вот военные, по всей видимости. Не подписано, но время Великой Отечественной войны. Детишки. Это уже 90-х годов фотографии или 80-х. Такие вот делались. Советская армия. Бравые ребята. Здесь тоже ребеночек на фотографии. Отсвечивает сильно. Да. Домик, конечно, уже поехал. Ух ты! Вот это да! Зеркало в резной оправе. Красотень какая! Черт побери, первый раз такое вижу. Посмотрите, ребята. Все резное. Со вставками. Вообще офигенно. Такое вот зеркало. Да, вот это вот уже что-то старинное. Там под зеркалом газета сделана. Я ее сейчас попытаюсь достать. Угу. Вижу кусочек. Так, год какой? Газета. Суббота, 10 марта 1956 года. Вот такая вот лесная промышленность. Класс. Дорожим каждым кубометром древесины. Вот такая вот газета «Лесная промышленность». Очень интересно. И зеркало интересное, и газеты интересные. Много всего.
Такой чугуночек. Не чугунок. Полы очень хлипкие. Очень. Ходить страшно. Видимо, эта часть дома поехала. Еще одна табуреточка вот тут вот. Такая маленькая. Зачем они здесь такие? Не понимаю. Старинный стол. Тоже с переделанной столешницей. Так, ребята. Тут, конечно, ходить очень страшно, но очень интересно. Полы здесь провалились. Хотя бы сверху бы посмотреть что-то. Тоже от зеркала, походу. Вот, ребята, и первые запчасти от ткацкого станка. Вот такая вот штука. Сейчас покажу. Зачем их оставляли, я вот так и не понимаю. Самих же ткацких станков уже не было в этих домах. Как бы перевозили, получается, когда переезжали из старых домов. Не распутывается никак. Вот такая вот, ребята, штукенция. Это называется ремиска или ниты. Смеющиеся девушки, улыбающиеся. Все хранили. О! Лучко. Кубанские казаки. И очень интересно. Дружинников. Это, я так понял, все из кинофильмов. Вера Васильева. Вот такая вот. Еще нашел одну запчасть от ткацкого станка, ребята. Бердо. Вот оно, бердо. В общем, бердо служит для уплотнения ниточного ряда. Серп. Еще один. Еще один серп. Пока вроде больше ничего не вижу. Сейчас постараюсь залезть и под крышу. И посмотреть, как там обстоят дела. Ребята, залез я, короче, на крышу. И у меня просто слов нету. Здесь, ребята, 3 ткацких станка. Целых 3. Я просто вообще, я в шоке. Первый. Второй. Этот вот. Вот так вот. Третий. Вообще. Это просто что-то с чем-то. Я просто в шоке. А еще, ребята, здесь смотрите, что есть. Еще здесь есть плетня для саней. Целая. Вот такая вот здоровенная прямо. Жуть.
Я просто вообще в шоке. Куча запчастей. Лыка. Все это. Это получается какая-то тычка. Ниты. Куча запчасти. Это что-то непонятное. Что-то разломанное. Но целых 3 ткацких станка. Это вообще... Я просто в шоке. Ребята, погодите немножко. Я его вам сейчас весь соберу целиком. Сейчас схожу, заберу бердо, заберу ниты, все подвешу и покажу, как это выглядело. Ну что, ребята, собрал я ткацкий стан. Так вот он выглядел. Как вы можете видеть, так вот с этой стороны, наверное, лучше будет понятно. Вот в таком вот виде. Целый получилось практически собрать. Ну, не хватает нескольких запчастей. Еще бы, конечно, этот челнок было бы неплохо найти. И ручку отсюда. Но это мелочи. Так вот он выглядел. Значит, получается, это у нас навой. Как-то так он, по-моему, называется. Сюда наматывалась ткань. Так вот он вертится. Выскочил немножко. Так вот он крутится. На него наматывается готовая ткань. Это у нас получается бердо с опорой. Служит для уплотнения ткани. И значит, через него проходят нити. Женщина здесь вот, значит, берет челнок, пропускает нити так вот вдоль. А потом бердо так вот его уплотняет. Так, раз, раз. Хоп, хоп. Шлеп, шлеп. Так, это у нас нитники. Они служат для разделения тканей, точнее нитей. Это у нас, значит, задний барабан. На него наматывалась нить. И потом, соответственно, отсюда она сматывалась для изготовления ткани. Такой вот сделан он из единого куска дерева. Вот этот вот, значит, сам загиб. Бралась очень хорошая такая древесина, все это выстругивалось. Но это как бы самый простой, можно так сказать. Потому что по факту вот сзади могло быть 3 мотовила, вот таких вот стоять. Могли быть педали для того, чтобы бердо как бы уплотняло ткань. Значит, что еще? Могло быть здесь вот несколько валов. Мог быть нижний вал для намотки готовой ткани. Значит, с несколькими переходными, чтобы было удобнее плести. Ну, здесь вот этот самый простой. Самый простой, но, как видите, он цельно в сборе получился. Все запчасти от него практически присутствуют. Вот так, ребят. Такая вот находка. Очень-очень хорошая. Очень интересная. Также здесь еще попался вот такой вот столб. Не знаю, от чего это, что это такое было. Какая-то тоже заготовка. Он резной, как вы можете видеть, с такими вот выработочками красивыми. Здесь, значит, солнышко вырезано. Ну и на этой стороне это как бы тоже что-то было, какая-то часть очень интересная. Сделано вот еще из корневища тут есть. Вот такая вот интересная штука. Не знаю, что это такое, для чего это использовалось. Какая-то четыренога или что-то из корня прямо была выбрана. Такая вот тоже очень красивая. Много-много здесь всего интересного на чердаке.
Очень много. Детский стульчик. Туалетик. Вот. Очень много интересного. Какие-то вот такие вот интересные запчасти. Не знаю, от чего это, что это было. Значит, есть еще такие вот из гипса фигуры. Но они ломаные, конечно. Но все же, как бы, тоже изделие. Не знаю, что это. Вот собака охотничья. По всей видимости, охотник здесь был. Здесь вот мужичок с гармошкой, без головы. В погонах даже он, в погонах еще. Он не просто с гармошкой, он в погонах. Это не из гипса, это, походу, из глины. Нет, из гипса. Из гипса сверху покрашен был. Такой вот интересный мужичок. Очень много всего интересного. Прямо попадается одно за одним. О, прямо, ребята, аж руки дрожат. Вот насколько неожиданно для меня это была находка. Прямо шикарно. Очень-очень шикарно. Очень интересно. Не зря, значит, я сюда решил съездить. Ну что, ребята, по этому дому с металлоискателем я поползал немножко. Монеток не попадается. Сейчас мы пойдем в другой дом. Будем смотреть, что попадется там. Пока, домик. Жаль, что долго ты не простоишь. Эх, жалко. Ну что, ребята, дошел я вот до конца деревни. Домов уже живых нету. Все разрушены. Все пропало. Тут вот через перелесок еще одна деревня. Но я думаю, это уже будет совершенно другая история. И ее вы увидите в следующий раз. А сейчас пока.